Всем привет! Привет! В этом выпуске мы решили затронуть катастрофу не природного характера, а техногенного, а конкретно случай в Италии в Сависа в 1972 году. Мы еще поработали над визуалом и добавили живую озвучку. Надеемся, что выпуск вам понравится. Приятного вам просмотра! 10 июля 1976 года в небольшом итальянском городке к северу от Милана произошло то, что не выглядело как катастрофа. Не было взрыва, способного снести квартал. Не было огненного шара, видного за десятки километров. Не было быстро рухнувшего здания и мгновенно погибших сотен людей. Был шум давления, срабатывание предохранительного клапана, облако, поднявшееся над заводскими трубами и ушедшее в сторону жилых кварталов под действием ветра. К вечеру все выглядело почти как обычно. Но в этом облаке содержалось вещество, которое сделало Севиса именем нарицательным. Не для самой аварии, а для всей системы, которую Европе пришлось построить после нее. Когда сегодня европейский регулятор оценивает риски химического предприятия рядом с жилым районом, он работает в рамках правил, которые назначаются директивой Севиса. Маленький городок дал имя закону, потому что именно здесь стало ясно, химическая авария – это не только дело завода, это дело всех, кто живет рядом. Чтобы понять, почему Севиса стал таким поворотным моментом, нужно начать не с момента аварии, нужно начать с того, как выглядело это место до 10 июля 1976 года. Север Италии, Ломбардия, провинция Милан, примерно в 20 километрах к северу от города. Там, где заканчивается плотная городская застройка и начинаются пригороды. В середине 20 века располагались небольшие промышленные предприятия вперемешку с жилыми кварталами. Это не аномалия для индустрии Европы того времени. Это была обычная модель размещения производства. Завод строился там, где была земля и рабочая сила, а жилье вырастало рядом с заводом. В коммуне Мессера, в нескольких сотнях метров от жилых домов Севиса, работал химический завод Айси-Меса. Завод производил ряд химических промежуточных продуктов, в том числе трихлорфенол, вещество, используемое в производстве гербицидов, антисептиков и ряда других химических соединений. Производство было лицензированным, юридически оформленным, функционирующим уже много лет. Ничего в его присутствии не вызывало у местных властей очевидной тревоги. Завод был частью пейзажа. Но именно эта близость, обычное химическое производство в нескольких сотнях метров от домов, школ, огородов и детских площадок, и стало первым условием того, что произошло дальше. Производство трихлорфенола – это не самый простой химический процесс. Реакция требует контролируемых условий, конкретной температуры, давления, времени выдержки. Трихлорфенол получают путем гидролиза в щелочной среде при нагревании. Это реакция с тепловыделением, и если температура в реакторе выходит за определенный предел, начинается цепная последовательность побочных процессов, которая резко меняет состав продукта. 10 июля 1976 года, в субботу, производственный цикл в одном из реакторов Айси-Меса был прерван. Завод работал не в полную смену. Реактор не был полностью охлажден и оставлен в промежуточном состоянии. Точная последовательность событий восстановилась впоследствии по технической документации и показаниям сотрудников. И в ряде деталей источники расходятся. Но общая картина достаточно ясна. Температура в реакторе продолжала подниматься и в конечном счете вышла за пределы допустимого диапазона. Когда давление достигло критической отметки, сработал предохранительный клапан, и содержимое реактора начало выходить наружу через вентиляционную систему. Выброс продолжался около 20 минут. Облако поднялось в воздух и под действием ветра ушло на юго-восток, в направлении жилых кварталов. В момент аварии никто на заводе так и не понял в полной мере, что именно вместе с паром и аэрозолями вышло. Сигнал тревоги сработал, предохранительный клапан сделал то, для чего он в принципе был предназначен. С точки зрения заводской логики авария была контролируемой. Реактор не взорвался, здания устояли, персонал не пострадал. Но именно в этом облаке находилось то, что сделало субботу 10 июля 1976 года датой, которую запомнила вся Европа. Чтобы понять, почему выброс на Айси-Меса стал катастрофой, а не просто промышленным инцидентом, нужно разобрать химический состав того, что оказалось в воздухе. При производстве в нормальных условиях побочные реакции минимальны, но при перегреве, когда температура в реакторе значительно превышает рабочую, начинается конденсация двух молекул трихлорфенола с образованием принципиально иного соединения. Эти соединения называются сокращенно TCDD. Это один из нескольких сотен химических соединений, объединяемых общим термином диоксиды. Но именно TCCD – самый изученный и наиболее токсичный представитель этого класса. Давайте посмотрим на TCDD как вещество с химической точки зрения.
Это твердое органическое соединение с исключительно высокой химической стабильностью. Оно не разрушается и не окисляется при обычных температурах, практически не растворяется в воде, зато очень хорошо растворяется в жирах и органических растворителях. Последнее свойство определяет то, как оно себя ведет в живых организмах, попадая в тело с пищей, воздухом или через кожу. TCDD аккумулируется в жировых тканях и практически не выводится. Период полувыведения из организма человека составляет несколько лет. Токсичность измеряется в очень малых дозах. Механизм его действия связан с активацией специфических клеточных рецепторов, так называемых арильных углеводородных рецепторов AHR, которые регулируют экспрессию множества генов. Вмешательство TCDD в эту систему нарушает нормальные клеточные процессы, иммунные функции, гормональная регуляция развития клеток. Международное агентство по изучению рака относит TCDD к канцерогенам первой группы, то есть к веществам, канцерогенность которых для человека доказана наверняка. Помимо онкологических рисков, диоксины связывают с нарушением репродуктивной функции, иммунодепрессией и тяжелым кожным заболеванием хлоракне. И тут очень важно понимать, что TCDD не является запланированным продуктом ни в одном производстве. Это побочный продукт, возникающий при нарушении температурного режима в ряде химических процессов, в том числе именно при синтезе хлорфенола. Специфика этого вещества состоит в том, что оно опасно в концентрациях, которые не воспринимаются органами чувств. TCDD не имеет запаха, который можно было бы уловить. Оно не вызывает немедленного раздражения кожи или слизистых при контакте. Облако, содержащее TCDD, ничем не отличается визуально от любого другого промышленного облака. И именно это сочетание – высокая токсичность, невидимость, устойчивость к среде – делает выброс 10 июля чем-то принципиально отличным от более привычных промышленных аварий. Облако ушло на юго-восток. Ветер в тот день был слабым, и материал оседал постепенно по мере движения. На землю, на листья, на деревья, на траву, на черепицу крыш, на огородные грядки, на кожу людей, находившихся на улице. Область загрязнения не имела видимых границ. Она не выглядела как зона поражения, ни как район разрушений. Она выглядела как обычный итальянский пригород в субботу. Немного дымно, чуть необычно, но не страшно. Первые дни после аварии были временем нарастающей неопределенности. Завод был закрыт, местные власти получили от руководства ICMS первоначальную информацию о выбросе. Но полная картина химического состава облака проявилась не сразу. Это принципиальный момент. Предприятие не располагало готовым протоколом для сценария с выбросом TCDD, потому что в промышленной практике 70-х годов такой сценарий не был формализован как отдельная чрезвычайная ситуация. Завод производил трихлорфенол. TCDD был побочным продуктом при нарушении режима. Никто не обязан был иметь под рукой план действий на случай аварийного выброса именно этого вещества над жилыми кварталами. Прошло несколько дней, прежде чем как региональные власти получили подтверждение. В составе выброса присутствовал TCDD. Это подтверждение изменило все. К этому моменту жители нескольких кварталов уже несколько дней жили на загрязненной территории. Дети играли в садах, люди ели с огородов, кошки и собаки ходили по зараженной траве. Загрязнение осело на почве, и почва удерживала его. TCDD не разрушается и не вымывается осадками. То, что выпало из облака, осталось там, куда упало. Когда стало известно, что именно содержалось в выбросе, первые последствия уже были видны. На нескольких сотен животных, кроликов, кур, мелкий скот наблюдалась гибель без очевидных механических причин. Это стало одним из первых тревожных сигналов. Животные погибали в тех дворах и тех участках, над которыми прошло облако. Затем у части детей и подростков, живших в ближайших к заводу кварталах, появились симптомы хлоракне, тяжелого кожного заболевания, характерного для отравления хлорированными соединениями. Хлоракне само по себе не является смертельным, но это один из немногих клинических различимых маркеров воздействия TCDD, и его проявление у детей означало лишь одно – контакт произошел. Что стало с людьми в долгосрочной перспективе? Вопрос, на который наука отвечала постепенно на протяжении нескольких последующих десятилетий. Эпидемиологические исследования населения Сависа велись начиная с конца 70-х годов и продолжались до 2000-х. Они показали повышенный онкологический риск среди жителей наиболее загрязненных зон. Нарушения иммунного статуса фиксировались в когортах, попавших под наибольшее воздействие.
Оценивать полный масштаб долгосрочных последствий для здоровья с окончательной точностью невозможно. Слишком много переменных, слишком длинные сроки, и именно это характерно для TCCD. Он убивает не быстро, он накапливается, он встраивается в клеточные механизмы и действует на протяжении лет и десятилетий. Итальянские власти, региональные и национальные, оказались перед задачей, для которых у них не было готового инструментария. Нужно было принять решение о территории, о людях, о том, что с этим делать в условиях неполных знаний о степени загрязнения, его распространения и реальных последствиях для здоровья. Первым шагом было разграничение территории по степени загрязнения. Зона А – это самая загрязненная, непосредственно прилегающая к заводу, где концентрация TCDD в почве была наиболее высокой. Та зона подлежала полной эвакуации. Это около 730 человек. Зона Б, более широкая, с меньшим уровнем загрязнения, требовала ограничений, запрет на сельскохозяйственное использование почвы, ограничение на потребление местных продуктов, медицинский мониторинг населения. Еще была зона Р, примыкающая к ним, также попала под наблюдение и ограничения. Всего под то или иное воздействие событий попало около 18 квадратных километров территории. Это решение, территориальное зонирование по степени химической опасности, в 1976 году не имело четкого правового прецедента в итальянском или европейском законодательстве. Его вырабатывали в режиме кризисного управления. Эвакуированных жителей зоны А расселяли во временное жилье. Часть из них провела там несколько месяцев, пока шли работы по обследованию и деконтаминации. Снятие загрязненного слоя почвы, удаление захоронения зараженных материалов потребовали значительного времени. Одним из наиболее тяжелых символических эпизодов в истории Севиса стала история с бочками. Отходы, загрязненный грунт, строительный мусор, биологические материалы в 1982 году бесследно исчезли по дороге к месту захоронения. Несколько десятков бочек с отходами были найдены лишь спустя несколько месяцев случайно на заброшенном складе во Франции. Этот эпизод стал отдельным политическим скандалом и добавил к истории Севиса новое измерение провала. Авария оказалась не только технической, но и управленческой задачей, с которой власти справлялись неверно. Чтобы понять, почему Севиса стал переломным моментом для всей европейской системы промышленной безопасности, нужно посмотреть на то, чем он отличается от других крупных аварий своей эпохи. До 1976 года Европа уже знала крупные промышленные катастрофы, взрывы, пожары, выбросы токсичных веществ. Все это случалось. Но логика регулирования оставалась преимущественно отраслевой. Каждый тип производства регулировался своими нормами. Безопасность труда касалась рабочих на предприятии, а воздействие на окружающее население оставалось в правовой паутине. Государство могло потребовать соблюдения стандартов внутри ограждения завода, но то, что оставалось за ограждением, атмосферные выбросы, утечки и почвы в воду, регулировалось значительно слабее и несистематично. Севиса показал, что логика несостоятельна. Химическая авария на заводе Айсимеса не ограничилась территорией предприятия. Она вышла через вентиляционный клапан в воздух, прошла над жилыми кварталами и осела в почве, в которой потом росли овощи и играли дети. Никакие ограждения не задержали это облако. Никакой технический стандарт для внутренней безопасности предприятия не имел отношения к тому, что произошло с людьми в радиусе нескольких километров. Завод работал, предположительно, в рамках действующих норм, и тем не менее оказался источником катастрофы для гражданского населения. Это обнаружило структурный пробел. Законодательство об охране труда защищало только работников предприятия. Законодательство об охране окружающей среды было фрагментарным. Гражданского права в привычном смысле не существовало для сценариев, при котором химический завод трансформировал жилые кварталы в зону загрязнения. Порядок информирования населения, порядок эвакуации, обязанность предприятия раскрыть информацию о производимых веществах и сопряженных рисках – все это либо отсутствует, либо было рассредоточено по несвязанным между собой нормам. Реакция европейского сообщества последовала через несколько лет после аварии. Немедленно, как это происходит в политических системах, но неотвратимо. В 1982 году была принята директива 82501 ЕЕС о предупреждении крупных аварийных опасностей, завязанных с опасными веществами. Она получила неформальное название «Директива Севиса», по месту аварии, ставшей ее непосредственным политическим поводом. Директива установила несколько принципиальных вещей, которые раньше не было. Во-первых, она ввела обязательную идентификацию.
Предприятия, работающие с определенным перечнем опасных веществ выше установленных пороговых количеств, обязаны были об этом заявить. Государственные органы должны были знать, какие предприятия в их юрисдикции представляют потенциальную крупную опасность. До Севиса этой системы учета практически не существовало. Во-первых, директива обязывала предприятия разрабатывать план предотвращения аварий и ликвидации их последствий не как добровольный документ, а как юридическое требование. Это означало, что сценарий крупного выброса токсичного вещества должен был быть заранее формализован, просчитан и включен в протокол действий, а не вырабатываться в режиме кризисного управления постфактум. В-третьих, директива ввела требования информирования населения, живущего вблизи опасных объектов. Это был принципиальный сдвиг, потому что до Севиса право жителей на информацию о рисках, исходящих от ближайших предприятий, нигде не было прямо закреплено. После стало юридической нормой. В-четвертых, директива создала обязательства по взаимодействию с органами территориального планирования. Это означало, что при принятии решения о размещении нового опасного предприятия или о застройке территорий вблизи существующих объектов необходимо учитывать оценку риска. Севиса показал, что опасное производство и жилая застройка не могут просто соседствовать без анализа возможных последствий. В последующие десятилетия директива пересматривалась. В 1996 году была принята директива Севиза-2, а в 2012 директива Севиза-3. Каждая версия расширяла сферу применения, ужесточала требования и адаптировалась к новым промышленным реалиям. Логика оставалась той же. Опасность, возникающая на территории предприятия, не заканчивается у его забора. Защита общества начинается до того, как произошла авария, в системе учета, планирования и информирования. Имя маленького итальянского городка стало именем общеевропейской системы регулирования промышленных рисков не случайно. Это произошло потому, что Севезов воплотил в определенную конфигурацию проблемы с предельной ясностью. Здесь не было ничего экзотического, не было вулкана или цунами. Была химическая промышленность, вполне обычная для повседневной Европы отрасль, производящая промежуточные продукты, агрохимии, красителей и фармацевтики. Было нарушение технического режима, был перегрев реактора, который могло произойти и происходило на самых разных предприятиях. Была физика, когда давление превысило допустимый предел, клапан сработал, и было вещество TCDD, которое при иных обстоятельствах вышло бы в крошечных количествах. Ничто в этой цепочке не было уникальным. В этом и состояла проблема. Европа, проведя анализ произошедшего, поняла, аналогичная конфигурация существовала на сотнях предприятиях в разных странах. Химические заводы, нефтеперерабатывающие производства, хранилища токсичных веществ – все это располагалось вблизи населенных пунктов. Нигде не было обязательного реестра рисков. Нигде не было стандартизированного требования информировать население. Нигде не было единого протокола, связывающего промышленное предприятие, местные власти и систему гражданской защиты в единую цепочку реагирования. Севиса не открыл новую угрозу. Он сделал невидимую угрозу видимой и заставил перестать делать вид, что этой угрозы нет. Если смотреть на Севиса сегодня, через 50 лет, становится заметным один очень важный контраст. Сам момент аварии, в эти 20 минут выброса, в субботнее утро, когда люди еще не успели понять, что произошло, этот момент произошел быстро. Его никто не снимал, свидетелей было немного, момент аварии исчез сразу, не оставив привычной катастрофической картины. Но последствия тянулись годами. Эвакуированные из зоны А не могли вернуться домой месяцами, почву снимали и вывозили. Анализы брали снова и снова. Эпидемиологические когорты наблюдались десятилетиями. Политические дискуссии в Брюсселе шли несколько лет, прежде чем директива была принята. Скандал с бочками развивался через 6 лет после аварии. Судебные процессы против руководителей предприятия продолжались еще дольше. Это и есть специфика химического загрязнения как катастрофы. Она не имеет привычной формы, она разворачивается в пространстве и времени иначе. Оседает на почве, накапливается в тканях, проявляется в статистике заболеваемости через годы. Это делает ее труднее для восприятия и труднее для управления. Трудно эвакуировать людей от невидимого загрязнения, когда никто не видит ни взрыва, ни огня. Трудно объяснить необходимость мер, когда все выглядит почти нормально. Именно это почти нормально и является настоящей ловушкой. Оно дезориентирует и жителей, и власти, и политиков. Оно создает время, в течение которого решения не принимаются или принимаются медленнее, чем нужно. Севиса наглядно показал, как работает эта ловушка и какой ценой она обходится.
Есть еще одно измерение сервиса, которое редко оказывается в центре внимания. Это вопрос о том, кто нес юридическую ответственность за то, что произошло с территорией за пределами завода. И это совсем не было чьим-то злым умыслом. Это был правовой пробел, существовавший потому, что никто не проектировал систему регулирования для сценариев, при котором химическое производство отравляет жилой район. Именно этот пробел, отсутствие механизма обязательного раскрытия информации, обязательного плана действий, обязательно ответственного перед соседями и стал одним из главных предметов директивы Севиза. Площадка бывшего завода Айсимеса в Мессера была со временем рекультивирована. На месте наиболее загрязненной зоны А сегодня теперь находится парк. Дубровый лес. Это тихое место с посаженными деревьями и дорожками для прогулок. Ничего в нем не указывает на то, что произошло здесь в июле 1976 года, если не знать, что именно ищешь. А в парке не все так просто. Под деревьями слой инертного покрытия поверх рекультивированной почвы. Внутри паркового периметра резервуары с законсервированными загрязненными материалами, которые нельзя было вывести безопасно и захоронить в полном объеме. Парк красив, но он построен вокруг того, что нельзя уничтожить, только изолировать. Севиса – это не просто катастрофа, это исторический урок. Авария произошла, ее физические последствия в значительной мере устранены и изолированы. Ее последствия для здоровья населения измерены настолько точно, насколько это позволяет эпидемиология. Система регулирования, созданная после нее, функционирует. Но исходный факт, что технологический сбой на заводе, работавшем рядом с жилыми кварталами, привел к химическому загрязнению территории, потребовавшему десятилетия работы, этот факт изменить нельзя. Его можно только изучить, осмыслить и попытаться не повторять. По числу непосредственных жертв он уступает многим другим промышленным авариям. И по этому параметру мог бы остаться региональным инцидентом. Но он произошел в том месте и в то время, чтобы сделать ряд вещей очевидными для политических систем, которые в ином случае продолжали бы откладывать реформы. Он показал, что химическая авария не заканчивается на территории предприятия. Он показал, что отсутствие системы информирования и планирования – это не нейтральное состояние. Это конкретная управленческая уязвимость, которая в момент кризиса превращается в хаос. Он также показал, что невидимая угроза требует опережающей работы реестров планов коммуникаций с населениями именно потому, что в момент кризиса невидимую угрозу сложнее всего объяснить и обуздать. И, конечно же, он показал, что химическая авария начинается не тогда, когда ломается реактор. Она начинается раньше, в момент, когда предприятие работает без обязательства объяснять соседям, что именно оно производит, какие вещества хранит и что может произойти, если что-то пойдет не так. Именно тогда, когда опасная промышленность существует вне рамок публичной ответственности, локальная ошибка превращается в общественную катастрофу. Директива Севиза существует именно для того, чтобы этот момент не наступил. И чтобы, если вдруг наступил, ответ был готов заранее. Даже не хочется комментировать никак этот ролик в конце, потому что, в принципе, все раскрыто. Единственное, чего хочется действительно попросить, это обратиться к Сереже. Раз мы переходим на живую озвучку, можно, пожалуйста, мне тексты читать попроще, а то язык весь сломал. Ага. Ага. Хорошо. Ну, а мы с вами не прощаемся. До новых встреч.